Всем привет, друзья! Сегодня будем делать вот такой нежный декор на торт. Покажем весь процесс создания бабочек, выравнивания торта и декорирования. Для изготовления нам понадобится тонкая вафельная бумага, так как с толстой будет тяжело работать. Также нужна флористическая проволока и водка. Для начала мы распечатали на пищевом принтере идентичные бабочки, и сейчас мы их будем вырезать по контуру. У кого нету пищевого принтера, можно нарисовать контур обычным карандашом, а также потом вырезать. На одном листе у нас поместилось 15 элементов. Мы использовали 2 листа вафельной бумаги формата А4. Теперь нужно между собой их соединить так, чтобы одна бабочка стала объемной. Для этого мы слегка влажной кистью промазываем водкой центр бабочки. Нужно следить, чтобы кисть была лишь слегка влажной, так как при нанесении большого количества жидкости бабочка сильно размокнет и начнет деформироваться. Работаем не с водой, а именно с водкой, так как она быстро выветривается, высыхает и поверхность бабочки не деформируется. Оставляем так буквально на 5 секунд. Вафельная бумага становится мягкой, липкой, и мы можем ее немного согнуть. Вот таким образом соединяем 2 бабочки. Пока поверхность не высохла, крылышки будут заваливаться в ненужные нам стороны. Поэтому можно придумать что-то подручное, чтобы этого не происходило. Мы будем вешать на бортик вот такой емкости, чтобы они подсыхали. Также можно изначально бабочки не загибать поочередно, а склеить между собой 2 половинки, подождать, пока они станут мягкими, и потом уже загибать крылышки. Попробуйте сделать 2 способами и выберите, какой для вас более удобный. А также нам необходимо сделать бабочки, которые будут парить в воздухе. Для этого повторяем все те же действия, только между 2 половинок вставляем еще проволоку. Проволоку используем не толстую, но и не сильно тонкую. Края бабочек покрываем золотым кондурином, разведенным в спирте или водке. Так сделали со всеми элементами. Также в декоре торта у нас будет золотой топпер. Их мы приобретаем на заказ у мастеров по акрилу уже с нужной нам надписью. Торт у нас с начинкой молочная девочка, и выравниваем мы сейчас кремом чиз на сливочном масле. Вообще для вафельного декора идеальнее было бы использовать ганаш, так как ганаш это сухой крем и вафельный декор на нем таять не будет. Но с данным покрытием могут возникнуть трудности при нарезании такой нежной начинки, так как ганаш является более плотным кремом, и при нарезании происходит надавливание на поверхность, и в итоге мягкая начинка внутри может сминаться, что будет не очень красиво. Поэтому мы выравниваем классическим кремом чиз на сливочном масле, и далее покажем, как избежать таяния бабочек на нем. А рецепты как крема чиз, так и ганаша будут ссылками в описании под видео. Торт уже выровнен 2 этапами, охлажден, и теперь будем украшать его. Прикрепить топпер можно при помощи растопленного шоколада, а также он будет хорошо держаться, если его просто приложить к данному крему. Теперь на шпатель наносим небольшое количество крема и делаем вот такие аккуратные мазки. Далее берем бабочку, промазываем растопленной шоколадной глазурью выступающую часть и прикладываем сразу к охлажденному торту. Следите за тем, чтобы крылышки не прикасались к крему чиз, иначе бабочка от влаги со временем может деформироваться. Все элементы, которые прикасаются, нужно изолировать шоколадной глазурью. Бабочки на проволоке просто вставляем торт. Шоколадные цифры также клеим на глазурь или белый шоколад.
И последним этапом, что нужно сделать, это выделить мазки золотым кондурином, разведенным в водке, либо в спирте или в растительном масле. И все, вот такой нежный тортик весом 2,5 кг и диаметром 18 см у нас получился. Перед доставкой еще охлаждаем, затем упаковываем в коробку с дном, равному диаметру подложки. Мы любим использовать вот такие коробки с окошком и с ручкой. Наше видео подошло к концу. Ставьте лайки, а те, кто еще не подписан на наш канал, будем очень рады видеть вас в числе наших подписчиков. Заходите к нам в профиль, а также в Instagram, где вы найдете для себя еще много полезной информации. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.